What's up, guys? Сегодня с вами поговорим про крипторыночек. Как видите, у меня открыт график эфириум. Посмотрим, куда у нас двигаться будет эфириум, альткоины, биткоин. Разберем ключевые новости. This is not a game, this is real shit, goddamn. Погнали, ребят. Так, по эфирчику, вы видите уже зарисовочку, я писался в телеграм-канале. Вот, собственно, этот пост, где я расписал, почему я считаю, что эфириум, вероятнее всего, скоро пробьет АТХ. Поэтому, если хотите получать топовую информацию, подписывайтесь на мой телеграм-канал абсолютно бесплатно. Benzi Gang, ссылочка находится в описании. Итак, что мы здесь видим? Самое интересное, что мы видим, это здесь, конечно же, рост объемов. Мы видим, невооруженным глазом видно, что здесь вот объемы были понижены, когда эфириум находился на дне. Здесь какие-то накапливают позиции. Сейчас объемы постепенно начинают расти, мы становимся в таком боковике. Обычно, видите, когда рост объемов, посмотрите, что происходит с ценой. Сейчас мы рост объемов, и цена стоит в боковике, в таком рейнже накопления. После такого накопления обычно идет очень жесткий импульс вверх. Вы сами можете посмотреть, что цена двигается импульсами. То есть здесь, видите, как таковых основок не было. Это график дневной, здесь была небольшая остановочка, но в целом и нас импульсами двигается. И точно так же мы можем после пробития 4100, я думаю, что будет ускорение, и где-то здесь мы уже остановимся возле предыдущих АТХ. С первого раза, скорее всего, не пробьем, подойдем, откатимся, проторгуемся и потом уже полетим дальше покорять новые вершины. Но эфириум сейчас, картина прям очень буллиш. Еще одна закономерность, во-первых, это накопление, объемы. Далее это уровень. Чем больше касаний уровня, тем выше шанс пробоя. Мы уже раз касались, 2, 3, 4. Причем у нас есть такая еще закономерность, что я выделил разными цветами. Зеленым цветом видно, что было такое вот касание, то есть чуть выше вышли. Потом следующее касание было чуть ниже. Опять чуть выше вышли, следующее касание ниже. То есть у нас очень похоже. Вот первое, второе касание, третье, четвертое, они очень похожи. И большинство людей сейчас думают, что вот мы пришли опять к уровню, пришли как в прошлый раз, и у нас будет откат вот сюда куда-нибудь. И на этом вот и споймают большинство, то что большинство ждет коррекцию, а ее, собственно, не будет, как и здесь было. У нас было здесь тоже накопление, у нас был рост объемов и пошло пробитие. Люди думали, что зайдут здесь на откате. Отката не было, рост продолжится здесь дальше. То же самое здесь может быть. И опять же, сейчас у нас пятница, на пятницу у нас любят сливать рынок. Но если смотреть в картине технической, то сейчас эфириум выглядит очень бычье. И то, что он скоро дойдет до АТХ 4800, 4850, 60, то есть примерно вот сюда. У меня как бы особо нет сомнений, потому что у нас еще есть другие факторы, которые на это у нас влияют. Давайте их разберем. В своем посте я также указывал вот раз первый фактор. Компания Fundamental Global привлекает 5 миллиардов долларов для покупки эфириум на баланс. Следующий пост, тоже спускаемся ниже. 2. Sharplink Gaming привлекает 200 миллионов для покупки ETH. У них уже на балансе, давайте вот даже вбьем Sharplink Gaming и посмотрим, сколько у них уже эфириума. Они, реально очень жестко закупаются. Вот, опять покупали здесь эфириум, здесь покупали эфириум. И у них цель достижения 1 миллиона эфириума на балансах. И у них уже огромное количество эфириума. Это, кстати, можно посмотреть, давайте вот зайдем на этот сайт. Это стратегический эфириум резерв, и там видно, какие компании накапливают эфириум. Мы видим, что тенденция на накопление эфириума увеличивается, то есть эфириума все больше и больше начинают откупать. Видим топ-компании по количеству эфириума. Bitmain, компания у нас топ-1. Тикер у нее вот такой вот на фондовой бирже, и у них уже 833 тысячи эфириума, 833 тысячи эфириума на 3 миллиарда долларов. Потом Sharplink Gaming, вот эти вот ребята, которые к миллиону эфириума стремятся, у них уже 2 миллиарда долларов на балансе. Потом The Ether Machine, у них уже 345 тысяч эфириумов на 1,35 миллиарда долларов. И при этом видите, какая тенденция к накоплению. То есть эфириум просто максимально откупают, накапливают. Вот недавно прибавили Sharplink Gaming плюс 468 миллионов долларов к своему балансу. Также то есть Ethereum Foundation, разные другие, Coinbase и прочие ребята, вот Lido, стейкинг протокол топовый, Optimism Foundation. И, тут компании, которые хранят эфириум. Тут, конечно же, не все указаны, но большинство компаний. И видно, сколько всего уже находится на балансах компаний. Это от общего количества токенов 4,79% от общего суплая находится в резервах компаний. Такой вот сайт есть, ссылочка на него тоже будет где-нибудь в описании. Хорошо пошло. Теперь давайте разберем ситуацию. Естественно, если эфириум пробьется, пойдет к АТХ, то альткоины на эфириуме в том числе потянутся. То есть всякие протоколы стейкинга, особенно стейкинг, потому что у нас приняли законы касательно стейкинга, токены стейкингов не являются ценными бумагами. Еще один важный закон, давайте тоже к нему сейчас перейдем. Вчера Дональд Памп подписал закон о том, что он позволяет включать криптовалюту в пенсионные планы.
Это открывает дорогу, вот я сегодня писал, давайте немножко снизимся, где-то здесь я писал. После подписания нового указа президента Трампа 90 миллионов американских работников получат доступ к альтернативным активам, включая криптовалюту. То есть, опять же, новый приток ликвидности, огромное количество людей приходит, соответственно, приходит огромное количество людей, у нас бабки печатаются, у нас денежная масса растет, все начинают покупать, активы дорожают. Ну, это просто логика, это логика, она так работает. Поэтому эфириум, я супер бычара по эфириуму, у меня есть эфириум, у меня есть протокол стейкинга, особенно вот LDO. То есть на последних вот новостях о том, что там протокол стейкинга не являются ценными бумагами, вот LDO показывает такой, сейчас пока в накоплении стоит, но вот сейчас показывает хороший рост на 5%, пока другой рынок там что-то подтягивается. Поэтому протоколы стейкинга всякие, SRF, Agent, Aave, эти все протоколы, они могут показать такой неплохой рост. Кстати, мы в лонги заходили тоже в криптобазе, у меня есть закрытое сообщество криптобаза, в котором мы заходили в лонги, по LDO заходили в лонг, вот здесь вот он был, он уже успешно отработал. Потом по иена заходили в лонги, иена пока что не особо идет. По Uniswap заходили в лонги, тоже скоро будет take profit. Поэтому если хотите зарабатывать на трейдинге, у меня есть криптобаза, ссылочка находится в описании, как то попасть, залетайте, торгуйте вместе с нами, зарабатывайте денежки. Теперь разберем ситуацию на BTC. У нас, давайте перейдем на 4-часовой график, есть очень важный уровень. Вот этот ФВГ, то есть имбаланс, как его еще называют, очень важно, нам нужно его удержать. То есть мы пробились, у нас как бы был важный уровень здесь, мы его пробили, закрепились выше ФВГ, который выступал в сопротивлении, сейчас это зона поддержки. Если мы удержим 116 тысяч, то мы летим дальше. Нам важно закрепиться выше, то есть не ниже, не уйти куда-то вот сюда, а именно здесь закрепиться. Закрепиться на 4-часовом графике, то есть там хотя бы 3 зеленые свечи здесь показать, закрепиться. На дневном графике еще лучше, если мы дневку закроем где-то выше здесь, отлично, это открывает возможности для похода дальше. У нас есть такая зона сопротивления, к которой мы опять подошли, то есть можно примерно так начертить. У нас есть, естественно, погрешность, подошли к зоне сопротивления, получили реакцию. Откат, еще раз подход к зоне сопротивления. Чем больше касаний, опять же, зоны сопротивления, то тем выше шанс пробоя, соответственно. Поэтому очень большая вероятность, что мы можем пробиться. Опять же, сегодня пятница. Видите, рынок уже немножко краснеет, начинает подсливать его. В пятницу у нас часто сливают рынки. Ничего страшного. Откроется новая неделя, новый понедельник, там Трамп опять что-нибудь скажет, все упадет, потом опять что-нибудь скажет, выпустит новый закон, все опять вырастет. Но в любом случае, на дистанции, ребят, бычка не закончилась. На дистанции начинается все самое интересное. Несмотря на то, что август и сентябрь считаются самыми плохими месяцами для крипты в целом, потому что маленькая ликвидность, все там выходят на работу, в школу, еще куда-то, и поэтому, там, не знаю, может с этим связано, потому что ликвидность маленькая, эти месяца самые плохие по доходности. Но этот вот год нас может удивить, потому что большинство ожидает, что типа август-сентябрь будет не очень, большинство ожидает, что там по эфириуму будет по битку откат, все, бычка закончилась. А рынок у нас любит двигаться против ожидания большинства, поэтому я очень бычарски настроен. Ну, как вы знаете, я, топил все время там с 70 тысяч долларов, я там топил, что биткоин идет на 120 и туда выше. Соответственно, этих целей мы уже достигли. Но, судя по тому, как происходит тенденция накопления криптовалюты, подписания законов, то тенденция на рост у нас такое ощущение, что еще и не закончилось. Поэтому посмотрим, как это будет все развиваться. Опять же, уровень я определил, 116 тысяч, важно закрепиться. Мы можем уйти ниже, потом вернуться обратно, и если мы здесь закрепляемся, отлично, это хорошо. По эфириуму то же самое, уровень обозначил, который мы пробиваем и летим выше. 4100, мне кажется, начнется именно вот такое вот импульсное ускорение, куда будут все хомяки запрыгивать, эфириум летит, надо покупать. На дне покупать никто не хочет, зато когда цена растет, все летят покупать. Ну, такая вот человеческая логика. Еще один важный график, который мы с вами давно отслеживаем, это эфириум по отношению к биткоину. Отлично отрабатывает, то есть у нас уже несколько месяцев идет повышающаяся тенденция, то есть хаилы повышаются. Это эфириум по отношению к биткоину. Если этот график растет, значит эфириум растет больше, чем биткоин. У нас была зона, вот эта вот, получается, трендовая линия. Мы про нее провалились, и сейчас опять закрепились, то есть раз пришли, два пришли, получили отскок и полетели выше. Этот график нам говорит о том, что эфириум у нас набирает силу по отношению к биткоину. И когда у нас такая тенденция формируется уже несколько месяцев, как это было в прошлые разы, это говорит о том, что эфириум набирает силу, и потом будет какой-то импульсный рост, альтсезон, как его называют. И опять же, на это надо очень много времени, это дневной график, и вот это все, это года занимало, года. 2019 по 2021 год. Понимаете, ребят? Так что не ждите, что завтра ваши альткоины взорвутся. Не взорвутся они завтра. Нет, нужно подождать. Доминация у нас точно так же идет на дно, пока что опускается, но мы все равно находимся в таком канале. Нам нужно выходить из этого канала, проваливаться ниже, чтобы у нас начался нормальный такой рост альткоина. У меня цели 48-40 на этот альтсезон, и я думаю, что как минимум 48-50% мы по доминации достигнем. Это огромное количество, это триллионы долларов, просто миллиарды триллионов долларов польются в крипторынок. Сейчас у нас крипторынок, в принципе,
3,82 триллиона. Но, опять же, если будет приток ликвидности, будет печать денег, вот опять же, все эти законы принимаются, там, пенсионные фонды теперь могут крипту покупать, компании покупают крипту. Это все приток ликвидности. У нас, в принципе, капа рынка находится в восходящем тренде. Прямо сейчас мы подошли к буферной зоне, получили от нее реакцию, и нам нужно расти дальше, чтобы у нас, в принципе, весь крипторынок рос. Еще у нас есть график Others по отношению к биткоину, он у нас очень огромный, поэтому давайте недельку откроем. У нас он провалился за эту трендовую. Сейчас мы считают, типа, получили ретест и подтверждение, что пойдем вниз. Но мне кажется, это ложный пробой, просто ложный пробой, вернемся и пойдем дальше. Опять же, у нас альткоины, посмотрите, они крайне недооценены. Это соотношение Others альткоинов к биткоину. И альткоины по отношению к биткоину у нас в нисходящем тренде. Ну, это понятно, что типа альткоины снижаются, биткоин растет, эфириум растет, а другие альты, там, которые не фавориты, там, не Solana, не XRP, они у нас укатываются. Опять же, эта тенденция, вот, когда у нас были такие жесткие сливы, у нас происходил разворот, и альткоины давали больше процентов роста, чем биткоин. Опять же, на это все нужно очень много времени, это недельный график, то есть на это понадобится полгода, год. Поэтому то, что альтсезон может перенестись на 26 год, опять же, что я говорил в прошлом видео, это все-таки возможно. Поэтому, ребята, у меня такие мысли. Те, кто хотят с нами зарабатывать, залетайте в криптобазу, залетайте в мой телеграм-канал, Bendy Gang, абсолютно бесплатно делюсь информацией, своими мыслями по рынку. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, влепите лайк, пишите комментарии, что думаете вы по рынку, делитесь роликом с друзьями, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!